Всем привет! В этом видео я продолжу тему улучшений для 3D принтера Kingroon KP3, но в отличие от предыдущего видео, улучшения, о которых речь пойдет далее, подойдут также и для других 3D принтеров, в конфигурации которых используются аналогичный Hotend и экструдер. Владельцы таких принтеров, как Ender 3, Ender 5, CR10 и подобные принтеры, использующие такой же Hotend и экструдер, могут абсолютно легко, без каких-либо оговорок, использовать данные улучшения. Когда я только собрал 3D принтер, то, конечно, первое улучшение, которое захотелось сделать, это дополнительный обдув пластика. Тем более, что продавец об этом позаботился, положил дополнительную турбинку и носок на Hotend. Я надеялся найти какой-то готовый вариант, не очень хотелось моделировать, но и, в общем-то, первое, что я попробовал, это вот такую модель. Но как только я ее распечатал, мне она не понравилась внешне, мне не понравилось то, что эта модель сделана не для нашего 3D принтера, и, соответственно, крепление не подходит. Крепление нужно модифицировать либо после распечатывания, либо, соответственно, пытаться редактировать STL. Опять же, мне не понравилось у этой модели то, что полностью закрыта область печати. Вот этот круговой обдув полностью перекрывает область печати, и, соответственно, ничего не видно, и как-то я считаю, что нет никакой необходимости в таком круговом обдуве, в то же время ничего не видно, то, что делается. Ну, то есть это надо заглядывать так совсем вниз, чтобы видеть, что там вообще печатает 3D принтер. В общем, не понравилась мне данная модель, не понравилось то, что нужны дополнительные крепления, то, что нужно переворачивать на другую сторону термодатчик с нагревателем, соответственно. Мне тоже это не понравилось. Я попробовал сделать. Мне не понравилось, как выкрутились провода. Мне кажется, это не лучший вариант. И все-таки хотелось, чтобы было такое охлаждение, которое подходит вот конкретно к этому 3D принтеру без каких-либо модификаций. Ну и, в общем-то, я от идеи такого охлаждения отказался. Не стал это охлаждение пытаться модифицировать каким-либо способом. Решил поискать другие варианты охлаждения для конкретного 3D принтера, ну и, в общем-то, для похожих. Для нашего 3D принтера на тот момент был только один вариант охлаждения. Я его распечатал, посмотрел, но мне тоже не понравилась конструкция в итоге, когда я увидел, как это все выглядит и как это все крепится. То от этой идеи я тоже отказался, хотя в процессе печати мне казалось, что вроде бы и ничего, так неплохой вариант, но когда я стал это все примерять, мне не понравилось. Ну и, в общем-то, я пришел к мнению, что если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. К этому времени я уже поискал различные варианты, и мне очень понравился вариант охлаждения от одного автора, конкретно модель самого охлаждения, вот обдува. К тому же к этой модели очень много отзывов положительных, ну и, в общем-то, мне самому тоже по виду я прикинул, что это охлаждение будет максимально эффективным, и мне, конечно же, хотелось его установить на свой 3D принтер. Но, к сожалению, крепления, которые идут к этому охлаждению, они не подходят к нашему 3D принтеру, то есть их тоже надо модифицировать, они все рассчитаны на Ender 3, Ender 5 именно с оговорками под конкретные 3D принтеры, то есть переворачивать надо нагревательный элемент и термодатчик, также надо подгонять крепления, потому что они не подходят. Ну и, в общем-то, я сел за разработку своей модели крепления для того, чтобы можно было закрепить данное охлаждение на наш 3D принтер. В общем-то, я пробовал разные варианты, присматривался, примерялся и пришел к выводу, что наилучшим вариантом будет вот такое охлаждение. Я сделал несколько моделей и распечатал, прежде чем наконец-то утвердил уже окончательный вариант, который, соответственно, вы сможете скачать и установить у себя. Прелесть этого крепления в том, что оно универсальное, оно абсолютно, как я говорил уже выше, подходит и на другие подобные принтеры с таким же хотендом. То есть все равно, с какой стороны находится термодатчик и нагревательный элемент, ничего переставлять не нужно. Также у этого крепления нет никаких дополнительных крепежных отверстий, то есть все крепится на два винта вместе с хотендом. И это отличный вариант, никаких проблем с этим нет, все держится отлично, все крепко. Единственное, что рекомендуется при закручивании, установить шайбы под винты металлические. Для, в общем-то, большей жесткости, для нормальной затяжки, чтобы там пластик не продавливался, ничего, тем более, что в зависимости от того, каким пластиком вы будете печатать, я использую в своих моделях пластик PG, считаю это наилучшим вариантом, для себя, в общем-то, выбрал такой вариант, и, наверное, я другим пластиком печатать и не буду, но, может быть, иногда ПЛА.
Опять же, плюс этой модели в том, что вы сможете отрегулировать конкретно под свой принтер. То есть можно регулировать высоту, положение дополнительного охлаждения и, соответственно, угол еще регулировать можно. Установка очень простая. Для крепления всей системы охлаждения с хотендом понадобятся более длинные винты. Для крепления вентиляции, соответственно, понадобятся обычные штатные винты, которые идут в комплекте М3. Отверстия распечатываются таким образом, что достаточно один раз туда закрутить эти винты, и они, в общем-то, там нарежется резьба, и все будет отлично. Сразу хочу сказать, что качество печати улучшилось существенно, и действительно никаких наплывов уже не стало образовываться. В общем-то, качество печати очень сильно улучшилось. Конечно же, благодаря дополнительному обдуву не так существенно влияние поддержек. В общем-то, принтер с таким охлаждением печатает даже горизонтальные линии без поддержек. То есть пластик успевает застыть. Единственный минус, я пробовал на большом расстоянии, но, естественно, сами нити, которые застывают, они прогибаются под действием экструдера. Ну, естественно, не происходит должного соединения этих нитей между собой. В общем, охлаждение шикарное, вообще отличный вариант. К тому же модель автора, собственно, вот этого самого охлаждения, которое крепится на мое крепление, она печатается полностью без поддержек. Печатать нужно вариант без дополнительного крепления провода, так как после того, как я распечатал, собственно, и закрепил охлаждение на свой 3D принтер, я сделал еще одно существенное улучшение для того, чтобы качественно закрепить провод, который идет от хотенда и, соответственно, дальше, чтобы этот провод не перегибался, чтобы он нигде не болтался и не мешал. Он очень хорошо закреплен с помощью данного улучшения, данной модели. Эта модель устанавливается поверх всего охлаждения, но, в общем-то, как вы видите сейчас у себя на экранах, она тоже регулируется, тоже имеет потайную гайку, собственно, можно подтянуть. Очень хорошо получилось. Опять же, я долго примерялся, сделана была не одна модель, не одна модификация, прежде чем получилось сделать так, как сейчас. Соответственно, очень хорошо, качественно закреплен провод в сочетании со всеми модификациями, которые были в предыдущем видео. Каретка по оси X очень хорошо двигается на полную свою длину, без каких-либо ограничений. Провод надежно закреплен. И также есть на этой модели дополнительная коробочка, которую вы сейчас видите тоже на своих экранах. Внутри этой коробочки спрятаны все соединения. То есть туда прячутся провода с соединениями на вентиляцию, собственно, на турбинку. Ну и также эта коробочка будет использована для будущих улучшений данного охлаждения. Вернее, не улучшений, а дополнений, о которых я расскажу в следующих своих видео. В общем-то, сейчас в процессе создания этих дополнений уже совсем скоро будет все готово. Но в любом случае, эта коробочка, она как приятное дополнение, она одновременно немножко украшает весь вид, так как прячет вот эту наклейку от турбинки, вот эти все переходы, ничего этого не видно. И в то же время у нее достаточно хороший функционал, в том смысле, что можно спрятать все лишние вот эти провода, которые иначе просто бы болтались в воздухе. Также в рамках этого видео я хотел рассказать еще об одном улучшении. Это улучшение совсем маленькое, оно печатается за 5 минут и устанавливается, наверное, еще за меньшее время. Я говорю об улучшении экструдера. С помощью данного улучшения можно настраивать, регулировать степень прижима ролика, соответственно, к пластику. Так как по умолчанию там просто вкручен винт и нет никаких регулировок прижима ролика, то, соответственно, если вы будете печатать пластиком, который требует большего прижима, то есть вот такие прорезиненные, к сожалению, я сейчас забыл, как он правильно называется, но пластик, из которого получаются там колеса для модели и так далее, резиновые, то без этого улучшения вы не сможете печатать на любом 3D принтере, на котором нет дополнительного прижима ролика. Соответственно, установив это улучшение, во-первых, пружина качественно крепится, она уже не будет никак болтаться, по умолчанию она никак не закреплена, просто винт этот страхует ее от полного выпадения. С данным улучшением, соответственно, пружина четко размещена, никуда она не денется. Также с помощью винта, который идет в комплекте, либо установить более длинный винт, если это понадобится, можно, соответственно, регулировать степень зажима этой пружины. Ну и, в общем-то, по умолчанию там получается шайбочка примерно 1,5 мм, и пружинка уже немножко подтянута, что
в принципе позитивно сказывается на общем качестве работы экструдера вот по умолчанию с любым пластиком ПЛА, PG и так далее, любой. Потому что у меня все время складывалось впечатление, что немножко не хватает вот этого прижима. И после того, как я просто установил вот это улучшение, даже не затягивая ничего, винт у меня сейчас не затянут. И мне очень понравилось, как стал работать экструдер, он стал работать гораздо лучше. Ну и в завершение данного видео я хотел сказать еще про пару улучшений. Во-первых, я хочу сказать про файл конфигурации. Я его тоже добавлю в описание. Я внес некоторые изменения в файл конфигурации. Во-первых, я увеличил ток шаговых двигателей незначительно, но благодаря этому 3D принтер стал работать намного стабильнее и качественнее. И также есть еще один момент. Неправильно выставлен шаг работы экструдера. С самого начала, как только я стал пользоваться 3D принтером, мне стало казаться, хоть у меня особого опыта и не было поначалу, но бросалось в глаза, что как будто недостаточный поток пластика. Есть такая регулировка в куре, соответственно, я увеличивал эту регулировку там и тем самым исправлял ситуацию. Все время было ощущение, что пластик не доподается. Вот, теперь я это значение исправил в конфигурации. В куре теперь значение стоит по умолчанию 100% без каких-либо увеличений или уменьшений, и все отлично работает. Вам достаточно этот файл конфигурации скопировать к себе на флешку с расширением TXT, свой файл одноименный с расширением CUR удалить, вставить эту флешку в 3D принтер, запустить его, произойдет обновление, после этого выключить принтер и включить. И тем самым изменения будут уже на вашем 3D принтере, соответственно, можно будет пользоваться. Действия элементарные, скачиваете, устанавливаете, и все у вас будет хорошо. И еще последний момент, который забыл рассказать в предыдущем видео, я рассказал про муфту, про то, что я установил муфту и чем она хороша. Но я забыл рассказать про еще один существенный момент. Можно за счет этой муфты увеличить длину винта и тем самым увеличить рабочую область печати по оси Z. То есть даже сейчас без каких-либо улучшений, без каких-либо дополнительных модификаций у меня область печати по оси Z увеличилась до 195 мм. Благодаря этой муфте можно чуть-чуть удлинить, собственно, сам винт и тем самым увеличить область печати до 195 мм. В будущем я еще займусь осью Z, на самом деле есть тоже планы кое-что там улучшить и, соответственно, в следующих своих видеороликах об этом расскажу. А в рамках этого видео я рассказал все, что хотел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте свои комментарии. Всем пока!